Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Зеленое Хобби, с вами Михаил. Сегодня я хочу такой сделать маленький эксперимент, заодно вам его показать. Не знаю, что получится, не получится, но очень даже интересно. Суть заключается в том, что хочу укоренить не вот такие вот маленькие черенки лимона, а уже практически дерево. Просто вот у меня есть пару таких, 4, можно сказать, я их буду разные виды взял и хочу попробовать. Поэтому я уже нарезал очень много черенков у себя, уже сделал целых 4 бокса. Поэтому, в принципе, можно, да, нарезать еще на один бокс черенков. Но хочу попробовать укоренить и сделать большое, как бы уже сразу же дерево, чтобы оно уже, если даст корни, то уже в следующем году, можно сказать, уже не надо будет так сильно расти, можно уже будет просто формировать. Поэтому давайте я покажу, что у меня в прошлый раз получилось, когда я укоренял в мху. Вот, смотрите, это у меня, правда, не лимон, а это у меня каламандин. Вот он ровно, я ничего еще ему не обрезал. Все вот как было. Он таким у меня большим, можно сказать, и укоренился. Да, какие-то листочки он меня потерял, но вот он у меня полностью укоренился. И сейчас уже, можно сказать, уже есть такой ствол, стал древесный. Но он, хотя и был слегка уже древесный. Но вот в таком плане он у меня укоренился, дал большую корневую систему. И, соответственно, уже получается, можно сказать, вот если вот так вот посмотреть, можно сказать, вот где он. Ну, вот, допустим, со всеми остальными, понятно, что он меньше по размеру, но уже как бы весь уже сформированный, можно уже ждать, когда он зацветет в следующем году, потому что он у меня взят вот с этого большого каламандина, который у меня полностью цветет. Я ему макушечку отрезал и, соответственно, не знаю, там, там не видно, конечно, где я отрезал. Но вот с него у меня, получается, был взят этот, можно сказать, черенок. И получился, да, очень неплохой саженец. Уже как бы получается не годовалый, а уже там получается несколько ему лет. Как бы. И должен он уже, я думаю, что пока почек я не вижу, что он начинает цвести. Но я думаю, очень много завязей есть, как бы, если, не знаю, видно, не видно. Но везде как бы начинает проклевываться почки. Возможно, в скором времени он уже зацветет. Здесь у меня получаются вот такие череночки. Давайте я вам покажу. Вот такой идет, можно сказать, большой. Если я вот сейчас его поставлю на стол, грубо говоря, уже как, не знаю, видно, не видно что-то. Вот. Большой, можно сказать, как все деревья. У него как бы я немножечко поотрезал бока, но оставил, как бы у меня сейчас пролежал немножечко в корневине, и вот сейчас мы его будем сажать. Еще один для эксперимента точно такой же был, но он немножечко даже был потолще, но там были не очень красиво выглядели ветки. Я его просто хочу укоренить длинным, чтобы он мне сразу же влево-вправо начал давать ветки. Ну, можно, в принципе, его на 2 части вот так вот разделить, как бы тоже довольно будет высокий. Но я думаю, что я его укореню один, и в следующем году его посажу вообще в открытый грунт. Потому что этот лимон выдерживает, это лимон юдза, он выдерживает хорошие типа морозы. Ну, посмотрим. Поэтому я вот его полностью обрезал, чтобы он даже, может быть, начал тянуться вверх, и из него что-то получилось. Поэтому будем его сажать целиком. Вот еще один саженец, он уже более древесный. Тоже для эксперимента я оставил. Вот, посмотрите. Такой вот весь. Тоже большой. И будем его укоренять. Ну и 4-й. Тоже он немножечко начинает древеснеть. В отличие от первого полностью зеленого. И уже тоже, можно сказать, весь сформирован. Ну, понятно, что типа у него листочки на одну сторону смотрят, потому что он боком висел. Иголки все я пообрезал. И вот будем сейчас его тоже, вот все такие 4 череночка, будем сейчас укоренять.
Вот я подготовил вот такие уже бутылочки из-под молока, насыпал туда, запихал мха, пролил водой, лишнее вылил. Сейчас мы будем вставлять на сантиметра 2-3, ну здесь даже, можно сказать, по этим двум меркам черенок, и одевать большой на него пакет. И поставим, можно сказать, ко всем цитрусам. Света довольно много сейчас не надо им. Здесь у меня 20-21 градус. По ночам, можно сказать, до 17 опускаю. Самая лучшая, можно сказать, температура для укоренения. Ну вот я уже 3 лимончика посадил. Ну, вернее, поставил на укоренение. Вот такие я делаю зип-пакетики. Остался один, который без листьев. Сейчас я вам покажу, как примерно сделал. Просто на них немножечко легче показать, чтобы и на камеру было видно, и было видно, как это примерно делается. Вот он у меня черенок. Посмотрите, я где-то вот сантиметр делаю такие прорези 3-4 обычным секатором, не ножом канцелярским, чтобы до дерева, а просто снимаю, как бы делаю надрезы, чтобы чуть-чуть надрезать кору. Вот такой получается у меня срез. Такой наискосок идет срез, где-то под 45 градусов. И дальше я где-то сантиметра 2-3 буду просто сухим корневином. Просто беру сухой корневин, туда вот опускаю, обволакиваю. Примерно вот так вот получается у меня все в корневине. И дальше уже, ну, в принципе, я делаю и без корневина, но можно и в корневине. Сейчас я хочу попробовать в корневине, так как большие ветки, маленькие у меня укореняются и без корневина, я просто замачиваю в нем. Но это тоже я замачивал, а теперь я еще вот такой нанес небольшой слой, где-то сантиметра, ну, 2, где могут образоваться корешки, где сделаны надрезы. Дальше берем бутылку и вот просто берем по центру, я его туда чуть-чуть раздвигаю мох и туда вот заталкиваю. Тоже на эти где-то 2 сантиметра. И у нас получается, вот он вылезает. Ну, а дальше я одеваю зип-пакет. И на резиночку, можно сказать, все прыскаю внутри зип-пакета. Посмотрите, видите, оно у меня все в капельках. Но оно начнет все это потеть, чтобы как можно больше там было влажности. Получается, там влажность где-то в районе 98%. Ну вот, я опрыскал зип-пакет. Он там весь влажный, лишняя вода вытекла. И вот так вот берем и одеваем на баночку. И вот здесь сейчас можно, в принципе, его застегнуть. А можно, в принципе, обычной резиночкой пристегнуть, и будет у вас стоять. Иногда можно будет проветривать, но я обычно не проветриваю. Как бы, ну, здесь можно будет все, я буду смотреть по состоянию. Пройдет где-то месяц-2. Будем смотреть. Ну, я, может быть, буду такие маленькие либо фоточки, либо видео там ВКонтакте выкладывать. Поэтому и на Дзене там вроде тоже можно. Поэтому буду выкладывать, показывать вам. Ну, подписывайтесь все равно на контакт и на Дзен, и YouTube, чтобы дальше посмотреть продолжение. Возможно, конечно, из этих 4 ничего не приживется. Но будем надеяться, как бы. Буду смотреть по состоянию. Если будет уже начинаться плачевное состояние, можно, в принципе, будет обрезать черенки, потому что у меня даже в зип-пакетах просто лежало месяц и потом укоренялось. Поэтому я думаю, что на самом деле все должно будет укорениться. Ну, посмотрим, что будет. И вот у меня, смотрите, здесь у меня сидит в таком, видите, маленьком боксе. Здесь маленькие черенки, я так их нарезал, что там было, то и натыкал такие малюсенькие. Здесь уже сидят покрупнее и больше с листочками. Видите, я листочки вообще не обрезаю там на половинку или как-то еще. Буду сейчас каждые там пару дней смотреть, которые листочки будут опадать, чтобы там не было гнили, я их буду убирать. Ну вот и еще 2. Это 2 уже больших. Бокс здесь, наверное, по штук 30-40 их, я не знаю, сколько точно не считал. Здесь тоже побольше ботвы. И вот здесь у меня получается поменьше ботвы. Поэтому тоже сейчас я это все, можно сказать, вот так вот опрыскиваю, чтобы было как можно больше на них сырости. Вот видите, они у меня просто все заливают. Мох не будет, кстати, давать им гнили. Ну, понятно, что типа все равно
какие-то начнут гнить. Ну, в большинстве случаев они как бы не гниют. Поэтому они будут гнить в том случае, если у вас там они пересохли, то они будут, да, начинать уже подгнивать. А так, в принципе, нормально. Ну, кто хочет, проветривает, кто хочет, не проветривает. Это дело каждого, потому что я проводил эксперименты и проветривал, и не проветривал. В принципе, примерно результаты нормальные. И у меня даже, я вам уже рассказывал, был бокс, который 2 года стоял, мне просто было не до него. Вот так же они стояли, они там даже уже росли. Потом я единственное, что проблема была очень большая, это корни. Это было просто все заросшее в корнях, и потом было очень сложно отделять корешки. Здесь я, конечно, так не буду долго ждать. Ну, посмотрим, как появятся корешки. Сейчас на самом деле не очень подходящий момент для всего этого. Лучше всего это делать весной, но что есть, то есть. Мне вот, как говорю, давали много черенков, поэтому вот я сейчас и их все сижу укореняю. Посмотрим, что получится. Думаю, что должен быть результат довольно хороший. Поэтому, ну, по мере, можно сказать, как они будут укореняться, я буду что-нибудь вам показывать. Так что все, ребята, всем спасибо, всем пока, ставим лайки, комментарии и не забываем подписываться. Все, до встречи.